Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу популярную на моем канале модель сумочки. Это мини-сумка. Их еще называют кроссбоди. Необычным узором, который больше похож на плетение. Вязать я буду из полиэфирного шнура Карамель Дольче. Все подробности по пряже, цвету, расходу оставляю в описании под этим роликом. И сразу хочу поделиться находкой. В маленькую сумочку не только сложно сшить подкладку, но и особое испытание вшить ее туда. Предлагаю готовое решение. Это органайзер-вкладыш для сумки. Они бывают разных расцветок и разных размеров. Здесь есть отделение и карман на молнии. Ссылку на данный органайзер оставляю в описании. Туда же добавлю артикул для поиска на Валберес. Этот вариант также очень порадовал ценой. Отдавая свои сумочки портнихе, я тратила гораздо больше. Также я приготовила набор для мини-сумочки, состоящий из замка, цепочки 120 см и разъемных колец-карабинов. Первый раз заказываю набор в сборе, и здесь у меня не возникает проблем с тем, что тон металла отличается. В подарок положили бирочку Handmade, замок на кнопочке, 2 колечка и цепочка. Ссылку на этот набор, он также имеется в разных цветах, и артикул для заказа на ВБ оставляю в описании под этим роликом. Приступим к работе. Вязать я буду крючком 5 мм. Набрасываю нить так, чтобы короткий край был перед работой. Подхватываю и создаю первую петлю. Начало вязания – это цепочка из воздушных петель. Мне нужно 25 звеньев. Петли провязаны легко, без сильного натяжения нити. Это основание, ширина изделия у меня 20 сантиметров, что полностью соответствует размеру органайзера. Перехожу к вязанию узора. Крючок вставлять буду в заднюю перемычку. Вставляю в первую, не пропускаю ее на петлю подъема. И захватываю рабочую нить. Нить должна поступать в полотно ровно, без перекрутов. Если нить начинает закручиваться, разматываем моток в нужном направлении. Подхватываю нить и провязываю первый столбик без накида. Теперь подхватываю петлю первого столбика и следующую точку, заднюю перемычку. Вытягиваю нить и снова провязываю. У меня 3 петли на крючке и рабочая нить. Готово. Здесь не затягиваю. Смотрю внимательно, чтобы образованные петли ложились ровно. Снова провязанная петля, 1 дужка, задняя перемычка и провязываю 3 петли как одну. Готово. Далее то же самое, точка за точкой, полупетля провязанного столбика, задняя перемычка и провязываю все петли вместе. У меня образуются диагонали узора. Так вяжу до конца ряда. Последний столбик то же самое. Ввожу крючок в полупетлю провязанного столбика, в заднюю перемычку, слежу за подачей нити, 3 петли вместе. Закончился прямой ряд. Ряды будут прямые и обратные. Фактически по изнанке вязать я не буду. Я вязать буду в обратном направлении по лицу. Здесь у меня 24 диагональные петли, несмотря на то, что набрано 25 воздушных петель. Без петли подъема переворачиваю полотно на другую сторону. Рабочая нить оказывается перед работой. Фиксирую ее. Теперь смотрю на лицо, ввожу крючок за обе дужки кромочной косы
И еще подхватываю по изнанке вот эту диагональную нить. Рабочая нить и первый столбик. Готово. Слежу, чтобы эти петли получались ровно, не с перекрутом нити. Ввожу крючок в провязанный столбик. Далее за обе дужки, подхватывая по изнанке еще третью нить. Рабочая нить и провязываю столбик. Еще раз. Подхватываю полупетлю провязанного столбика, крючок на изнанку, подхватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю. Внимательно слежу, чтобы петли по лицу не были перекрученными. Это создаст всю видимость узора. Провязываю и еще раз поправляю подачу нити, подхватываю провязанную полупетлю, ввожу крючок в точку провязывания, это кромочная коса и нить по изнанке. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее на лицо и провязываю. Все, тут главное приноровиться, как подхватывать нить по изнанке. Вот подача нити ровная на пальце, ввожу крючок в намеченную точку, подхватываю снизу и провязываю. Продолжаю точка за точкой до конца ряда. У меня остались последние две точки обратного ряда. Подхватываю полупетлю, ввожу крючок в точку провязывания, вытягиваю нить, провязываю 3 петли вместе. Теперь еще раз то же самое, полупетля. Здесь уже у меня осталась последняя точка, и она боковая. В нее тоже вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и провязываю 3 петли вместе. В конце обратного ряда я делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. 2 ряда сформировали узор. Узор будет вязаться парными рядами. Сейчас я вяжу высоту узора, она же глубина сумки. Еще раз проверяю размер моей заготовки около 20 сантиметров. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и по изнанке подхватываю третью диагональную нить. Слежу за подачей нити. Нить должна идти достаточно свободно, так как именно эти стежки формируют узор. Если затянуть их, будет много отверстий по полотну. Первый столбик провязан. Теперь полупетля столбика, следующая точка и провязываю петли вместе. Так вяжу прямой ряд. Снова внимательно в конце ряда последние 2 столбика. Первая точка и вторая точка, петля практически вертикальная. Здесь это важно, чтобы не потерять ширину узора. На этом этапе можно проверить себя. Диагонали позапрошлого ряда должны соответствовать диагоналям текущего ряда. 24 диагонали здесь, 24 здесь. Соответственно, в обратном порядке у меня тоже 24 диагональные петли. Еще раз, обратный ряд без петли подъема. Переворачиваю полотно так, чтобы рабочая нить оказалась перед работой. Вставляю крючок в намеченную точку, подхватываю нить и образую первый столбик. Слежу за направлением натяжением нити, подхватываю петлю провязанного столбика и формирую следующий. Так по аналогии вяжу 4-й, у меня 2-й обратный ряд. Еще раз окончание обратного ряда. Последняя точка находится практически на боковине. Вставляю в
полупетлю, далее за обе дужки кромочной косы и здесь подхватываю еще боковую нить, вытягиваю петлю, провязываю 3 петли вместе. В конце обратного ряда не забываю петлю подъема. Снова все то же самое, ввожу крючок в 3 нити, подхватываю и формирую первый столбик. Далее все повторяется. У меня заканчивается 13 ряд, и размеры сейчас 19 сантиметров на 12 в высоту. Эта деталь еще немного увеличится за счет обвязки. Я провязываю последний столбик прямого ряда и в эту же точку провязываю еще один столбик без накида. Теперь буду вставлять крючок напротив каждого ряда. Здесь уже вставлен следующая точка и так далее. У меня 13 рядов, соответственно 13 столбиков появится по этой стороне. Последний столбик приходится на угловую точку. Для поворота на другую сторону провязываю в угол 2 столбика. Первый и второй. Направляю край начала для ввязывания в полотно. По этой стороне вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Так двигаюсь до этого угла, в угловую точку провязываю 2 столбика, далее сюда и возвращаюсь в точку начала обвязки. По верхней последней стороне прямоугольника столбики провязываю за 2 дужки кромочной косы и за заднюю петлю, так как я подхватывала ее каждый ряд. Последняя точка. Здесь прерываю нить с небольшим запасом, вытягиваю ее полностью. Далее провожу первую петлю обвязки и возвращаю в исходную точку, где можно спрятать по изнанке. Итоговые размеры моей заготовки: 20,5 сантиметров ширина и 14 сантиметров высота. Напоминаю, связана она от 25 воздушных петель, 13 рядов плюс ряд обвязки. Мне нужна точно такая же деталь в ширину, но высотой 28 рядов. Вяжется она по аналогии, эта деталь у меня уже готова. Ее размеры точно так же: 20,5 ширина и 27 сантиметров глубина. Маркерами я наметила точки, которые соответствуют высоте первой детали. Таким образом сумочка будет закрываться внахлёст. Мне осталось связать ширину дна. Набрасываю нить на крючок и создаю цепочку из 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Вяжу также легко с тем же натяжением нити, тем же самым узором. В заднюю перемычку вставляю крючок и формирую первый столбик без накида. Теперь полупетля провязанного столбика и следующая задняя перемычка. Узор повторяется. Единственное отличие: ширина узора будет всего 5 диагоналей. Туда-обратно навязываю необходимую рядность. Рядность должна соответствовать точкам, которые я уже наметила. 54 точки от маркера до маркера,
Здесь то же самое, маркирую угловые точки и проверяю, чтобы от точки до точки, включая маркированные, было 54 кромочных косы. У меня провязано 54 ряда, 49 сантиметров длина дна и около 5 сантиметров ширина. Напоминаю, количество рядов соответствует маркированным точкам. Количество точек пришивания 54 по этой детали и по другой. Здесь сейчас я не обвязываю донышко, так как его края при пришивании окажутся на изнанке. И не укорачиваю нить, продолжаю работу этой нитью. Беру сначала меньшую деталь, удаляю маркер, вставляю крючок в эту точку, подхватываю петлю, здесь я закончила ряд без петли подъема, и протягиваю петлю в эту точку. Далее вставляю в следующую кромочную косу. Обращаю ваше внимание, деталь с обвязкой накладывается на деталь донышка. По донышку я ввожу крючок в точки напротив каждого ряда, в те же самые точки, которые вставляла бы крючок, если бы обвязывала эту деталь. Далее то же самое. Каждая следующая кромочная коса по одной детали соответствует следующей точке по другой детали. Провязываю соединительными, так иду точка за точкой. Здесь угловая и закончу в точке маркирования. Здесь у меня точки закончились. Удаляю маркер и продолжаю соединительными по краю изделия. Здесь просто обработка края, и с помощью этих соединительных я перехожу к следующей точке. Она здесь. И буду пришивать вторую деталь. С помощью обвязки сгладился этот стык. Теперь прикладываю следующую деталь, удаляю маркер и точно так же эта деталь сверху, то есть я удаляю здесь крючок и эту петлю вывожу в точку, которая была маркирована. Готово. Теперь точка за точкой соединительными прокладываю шов. И с этой стороны тоже последняя точка. И перехожу на обвязку края соединительными. Здесь обвязка у меня заканчивается в этой точке. Вытягиваю нить. Подхватываю кромочную косу, которая соответствует этой точке, и делаю соединение. Увожу нить на изнанку, где прячу с помощью иглы. Осталось лишь установить фурнитуру. У нее простой зажимной механизм, справится даже новичок. Сумка получилась очень аккуратная и красивая. Эту малышку не хочется выпускать из рук. Ее итоговые размеры: 21 сантиметр, высота изделия 15 сантиметров, ширина дна около 5 сантиметров. Она прекрасно держит форму, в том числе и благодаря вкладышу-органайзеру, который служит подкладкой. Напоминаю, все необходимые ссылки на инструменты и материалы оставляю в описании под этим роликом. Все можно заказать с бесплатной доставкой на Валберес.
Такой набор крючков закроет все потребности начинающей вязальщицы и профессионала. Можно связать все модели с моего канала с помощью одного единственного набора. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!